Всем привет, меня зовут Кичигин Эдуард, и сегодня будем рисовать вот такую штуку, но есть небольшая проблема, потому что часть видео, где я простраивал геометрию саму и начинал залипку тоном, она, к сожалению, утеряна. Вот со вчера ничего не осталось, а это я доделал сегодня утром, и поэтому мы начнем вот с этого момента. Но если вы хотите узнать, каким образом это делается, а, смотрите предыдущие мои видео, и в описании под видео там тоже много плейлистов, там на любой вкус можно подобрать себе такие уроки, которые будут актуальны, что там можно рисовать, там открытки, орнаменты, архитектуру, пейзаж, людей, вся вот эта вот история, ее очень-очень много, смотрите под видео. И так как большая тоновая работа уже сделана, основная, та, которая формирует объемы, как у меня обычно, я делаю небольшую штриховку по форме зданий, по форме вот этих вот коробов, из которых составлена данная церковь. И эти линии, они имитируют идею бревен. Все штрихи, они направлены в точки схода перспективы. Это двухточечная перспектива, и все вертикальные, все горизонтальные направлены в две точки схода. Вот вы видите, как они немножко чуть-чуть расходятся в углу. Это двухточечная перспектива. И, соответственно, все идеи бревен, вот эти вот образы, не доподлинное рисование каждого бревнышка, а намечание просто самой идеи. Оно направлено в двухточечную перспективу. Вот и здесь, кстати, хорошо это видно. Намечаю оконные проемы. Изначально они тоже были намечены, но вот под размытием туши они немного ушли, поэтому я их возвращаю. И это тушь Winsor & Newton, она водорастворимая. Это Calligraphy Ink Sepia for Fountain and Deep Pens. Такая симпатичная, мне нравится прям со всех сторон. И перо, которое я использую, это перо «Звездочка». Оно классное, оно, такое старинное, советское, и мне кажется, оно идеальное. Вот вы видите, там звездочка. Оно все в туши, оно черное, прям от туши, но звездочка все равно видна. И вот на видео тоже это хорошо читается, мне кажется. Теперь наношу на пространство крыши детализацию, и эта детализация, она соответствует направлению формы. То есть для того, чтобы делать какие-то штрихи, я должен понять, куда уйдет у меня форма, и, соответственно, этому направлению, так как, например, на стене, которая сделана из бревен, я должен ложить вот эти вот штрихи. Пространство Земли намечено тоже довольно условно. Я принес туда немного воды, потом принес туда с помощью пера немного чернил, и вот таким образом очень просто и быстро завязалась вся эта история. И теперь я решил вернуться к такому моему бывшему методу, который я использовал раньше. Это писать информационную составляющую, информационный контекст того, что я рисую. Раньше я этого делал довольно много. Потом немножко отошел в сторону, теперь снова возвращаюсь к этой идее, потому что, идея реально интересная и хорошая. Мне кажется, важно не просто дать зрителю картинку, а важно дать исторический контекст. Вот это я и делаю. Вот в этом, мне кажется, и смысл. Потому что я не понимаю ценности моих просто картинок. Мне кажется, есть ценность, если я иду и делаю что-то полезное для вот этой вот истории, которая мне дорога. Это архитектура, русская архитектура, там деревянная архитектура, каменная архитектура. Вот в данном случае это зодчество, но это очень крутые темы, я это очень люблю. Я подумал, что в дальнейшем снова буду также делать описание того, что я рисую. И это хорошая и интересная идея. Вот тут можно посмотреть все вблизи, каким образом работает тушь, работает бумага. Вот мое перо «Звездочка». И каким образом работают шрифты и вот это вот размытие туши. Вся вот эта вот история. Как работает шрифт, мне кажется, хорошо. Когда его пишешь пером, это интересно. Это просто интересно и смотрится классно.
А вот эти вот чернилки, которые использую, Calligraphy Ink, Winsor и Newton, а бумага Palazzo, по-моему, да. Вот такая картинка получилась. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичагин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура. И вот я тоже делаю такие же скетчи и преподаю это тоже. Смотрите под этим видео, в плейлистах очень много информации. Всем чао-чао, пока, было приятно поскетчить. Пока.